Представьте себе, вы стоите посреди бескрайней меловой равнины. Воздух густой, влажный и тяжелый, словно пропитанный электричеством перед грозой. Вдруг земля под ногами начинает едва заметно дрожать. Ритмично, как будто где-то далеко, бьется гигантское сердце. Вы поднимаете голову, и в этот момент солнце исчезает. Небо закрывает нечто невообразимое. Тень скользит над вами медленно, бесшумно, с тяжелым гулом рассекаемого воздуха. Ни хлопанья, ни крика, только ощущение, что само небо решило спуститься и забрать вас. Перед вами Quetzalcoatl. Существо с размахом крыльев 11 метров. Длинная, как у жирафа, шея. Клюв, способный проткнуть автомобиль насквозь. Это не птица и не динозавр. Это абсолютный властелин неба мелового периода. Самое большое летающее существо, которое когда-либо поднималось над землей. И главный вопрос, который десятилетиями не дает покоя ученым: как такое вообще могло летать? Сегодня мы разберемся, как природа создала настоящего небесного титана, который бросил вызов законам физики и правил небом за 68 миллионов лет до нашего времени. Кто он такой, бог Мезозоя? Quetzalcoatl – один из самых впечатляющих представителей Аждархит, семейства птерозавров. Он жил в самом конце мелового периода, примерно 68-66 миллионов лет назад, на территории современной Северной Америки. Важное уточнение: Quetzalcoatl не был динозавром. Динозавры – это наземная ветвь архозавров. Птерозавры же – их двоюродные братья, отдельная линия, которая выбрала небо. Пока тираннозавры наращивали массу и челюсти на Земле, птерозавры осваивали третье измерение. Размах крыльев взрослого Quetzalcoatl достигал 10,5–11 метров. Это шире, чем у большинства небольших самолетов. Высота в холке на Земле около 5–6 метров. Вес, по современным оценкам, составлял 200–250 килограммов. Для сравнения, при таких габаритах слон весил бы несколько тонн. Природа невероятно оптимизировала его конструкцию. Имя ему дали в честь ацтекского бога Quetzalcoatl, пернатого змея. И это название удивительно точно отражает его облик. Длинная шея, огромная голова, кожистые крылья и царственный, почти мифический вид. Эволюция. От мыши до небесного титана. Путь Quetzalcoatl начался около 220–230 миллионов лет назад в Триасовом периоде. Первые птерозавры были крошечными, размером с воробья или голубя. Они имели уже ключевую инновацию – удлиненный четвертый палец, который стал основой для мощной кожистой перепонки крыла. Тело покрывали пикнофибры, примитивный пух, помогавший сохранять тепло. В юрском и меловом периодах началась настоящая гонка за размером. Небо было относительно свободным,
Ранние птицы еще только появлялись и не могли конкурировать с гигантами. Эволюция экспериментировала. Увеличение размаха крыльев для эффективного парения, полые сверхлегкие кости с внутренними фермами-распорками, удлинение шеи и увеличение головы, развитие мощной грудной мускулатуры. Аждархиды стали вершиной этой линии. Их отличали невероятно длинные шеи и огромные черепа при относительно легком теле. Кецалькоатль стал финальным боссом этой эволюционной ветви. Главный вызов гигантизма – квадратно-кубический закон. Масса растет в кубе, а площадь поверхности в квадрате. Чтобы летать, Кецалькоатль должен был стать невероятно легким. Его кости были тоньше бумажного листа, но при этом удивительно прочными благодаря сложной внутренней архитектуре. Многие кости были пневматизированы, заполнены воздухом и связаны с дыхательной системой, как у современных птиц. Среда обитания – царство открытых просторов. Кецалькоатль обитал на обширных пойменных равнинах и прибрежных низменностях западного внутреннего моря Северной Америки. Формация Хелл-Крик и Джавелина. Климат был теплым, влажным, субтропическим. Представьте, бескрайние травянистые и кустарниковые равнины, пересеченные реками и озерами. Здесь он не нуждался в густых лесах. Его огромные крылья требовали открытого пространства. Идеальной средой были зоны с сильными терминальными потоками, восходящими колоннами теплого воздуха. С высоты нескольких километров он мог часами парить, почти не тратя энергии. С такой высоты открывался потрясающий обзор. Стада трицератопсов, мигрирующие зауроподы, одинокие тираннозавры. Кецалькоатль был настоящим небесным патрульным, способным преодолевать сотни и тысячи километров в поисках пищи. Технология полета. Как он взлетал? Долгое время ученые ломали голову, как 200-килограммовое существо могло взлететь с ровной поверхности. Решение оказалось элегантным и мощным. Кецалькоатль использовал четырехточечный старт, похожий на взлет крупных летучих мышей. Первое. Приседал на все 4 конечности. Ноги плюс сложенные крылья, опирающиеся на локтевые суставы. Второе. Мощным взрывным движением толкался всеми 4 лапами одновременно. Третье. В прыжке мгновенно раскрывал огромные крылья и делал первый мощный взмах. Этот старт позволял ему за секунду оказаться на высоте 2-3 метров и сразу переходить в режим парения. Дальше он становился мастером динамического и термического парения. 1-2 взмаха и километры планирования. Он использовал ветер, градиенты температуры и даже восходящие потоки от лесных пожаров или стад животных. Его крылья были невероятно чувствительными, покрыты рецепторами, которые считывали малейшие изменения давления и направления ветра. Мозжечок был высокоразвит, обеспечивая идеальную координацию. Рацион. Небесный охотник и падальщик. Современные исследования отвергли идею, что Кецалькоатль был исключительно рыболовом. Его анатомия,
Жесткая шея, короткие стопы плохо подходило для пикирования в воду. Скорее всего, он был универсальным наземным хищником-оппортунистом. Охотился на мелких и средних динозавров, размером от собаки до молодого зауропода. Ловил млекопитающих, ящериц, черепах. Часто питался падалью, отгоняя от туш более мелких хищников. Охота была простой и смертоносной. Высокий рост, плюс острое зрение, плюс молниеносный удар копьевидным клювом. Одного точного выпада было достаточно, чтобы пробить жертву насквозь или сломать ей шею. Уязвимость гиганта. Несмотря на мощь, у Кецалькоатля были слабые места. На земле он был относительно медлительным. Легкие кости легко ломались. Молодые особи с размахом крыльев 3-5 метров были особенно уязвимы для тираннозавров, дейдонихов и крокодиломорфов. В воздухе он был почти неуязвим. Но одно серьезное повреждение крыла, и он становился легкой добычей. Удивительные факты. Весил всего 200-250 килограммов, при росте 5-6 метров. В десятки раз легче, чем наземные животные той же высоты. Мог видеть в ультрафиолетовом спектре, предположительно. Шейные позвонки были длинными и жесткими, как балки крана. Жил до самого конца мелового периода и исчез вместе с 75% видов после падения астероида. Заключение. Последний властелин неба. 66 миллионов лет назад гигантский астероид изменил все. Небо потемнело, температура упала, пищевые цепи рухнули. Гигантам, которым требовалось огромное количество калорий, пришлось тяжелее всех. Кецалькоатль стал символом триумфа и хрупкости жизни. Природа создала совершенную летающую машину за десятки миллионов лет до первого самолета. Когда мы сегодня смотрим на авиалайнеры, парящие в небе, стоит вспомнить: задолго до нас небом правил настоящий дракон — Кецалькоатль, пернатый змей мелового периода. Гигант, который по всем законам физики не должен был летать, но летал и делал это лучше всех.